Порой мы даже не осознаем, что каждый сет и каждое повторение, которое мы делаем, увеличивает уровень стресса в нашем теле. Не только наши мышцы, но и суставы принимают на себя большую часть этого стресса, что впоследствии и является причиной дискомфорта. И один из самых частых источников боли и дискомфорта – это наши локти. И боль может ощущаться как с внутренней, так и с внешней стороны локтя. Часто это мешает тренировке, снижает наши силовые, да и просто это больно. Поэтому сегодня мы рассмотрим с вами 3 возможные причины боли в локтях и, что более важно, как облегчить эту боль, как избежать ее в будущем и как защитить и укрепить ваш локтевой сустав. И первый наш виновник – это дисбаланс в силе мышц предплечья. Банально слабая сила хвата. На протяжении десятилетий многие исследования связывали главную причину боли в локтях со слабыми мышцами предплечий. Лучевые мышцы разгибателя кисти с внешней стороны предплечий больше всего задействуются во многих упражнениях, где нужен сильный хват. Каждый раз, когда мы что-то хватаем, наши мышцы-сгибатели на внутренней стороне предплечья сокращаются, чтобы сжать кисть в кулак, после чего в работу включаются наши мышцы-разгибатели, которые стабилизируют и предотвращают чрезмерное сгибание запястья. Исследования показали, что каждая мышца разгибателя предплечий делает обратное, словно отстреливающее движение во время хватательных движений, намного больше, чем наши сгибатели. И чем сильнее и дольше вы сжимаете что-то, или чем тяжелее вес, который вы удерживаете, тем больше накапливается напряжение на разгибатели и сухожилия, которые прикрепляются к внешней стороне локтя. Это означает, что если ваши разгибатели слабы из-за отсутствия тренировки предплечья или слабого хвата, они будут более восприимчивы к перенапряжению. Это проявится болью на внешней стороне локтя. Поэтому укрепление предплечий, особенно наших разгибателей, а также увеличение силы хвата – это ключ к созданию крепких локтей и эффективный подход к облегчению боли в них. И самый простой способ начать – это делать разгибание кистей, как бы банально это ни было. Это поможет укрепить и развить большую силу и выносливость тех самых мышц предплечья. Используйте легкий вес на 2-3 подхода по 10-15 повторений. Затем с течением времени увеличивайте вес, пока вы можете делать это без боли. Однако, если вы испытываете боль на внутренней стороне локтя, а не на внешней, то вам нужно делать уже сгибание кистей вместо разгибаний, чтобы развить выносливость уже сгибателей предплечья. То есть у вас прямо противоположный дисбаланс. Если все это вы уже можете делать без боли, то переходите к более функциональным движениям, такие как ходьба с удержанием чего-то тяжелого, например гири, одной рукой. Нейтральное положение запястья здесь облегчает работу локтей, что может помочь со временем нарастить общую силу хвата и выносливость. Я предлагаю выполнять несколько кругов этого и 2 показанных ранее упражнений. Поиграйте с объемом и частотой, чтобы избежать усиления боли. По мере того, как растет сила предплечья и вашего хвата, вы будете испытывать все больше и больше облегчения. Вторым самым распространенным виновником является слабость мышц, участвующих в стабилизации плеча и лопатки. Отсутствие стабилизации здесь означает, что мышцы, окружающие ваш локтевой сустав, будут вынуждены работать чрезмерно, чтобы компенсировать отсутствие стабильности во время тяговых и жимовых движений, что опять же приводит к боли в локте из-за чрезмерной работы мышц предплечья. В одном из исследований у пациента с болью в локте была обнаружена слабость в средней и нижней части трапеции, в результате чего одна из лопаток плохо функционировала, которая была с той же стороны, что и больной локоть. Но после завершения программы по укреплению ослабленных мышц, лопатка стала в правильное положение и боль в локте почти полностью ушла. Многие другие исследования показали аналогичную взаимосвязь между нестабильностью плеч, лопаток и возникающей болью в локте. Так что, когда дело доходит до устранения и предотвращения боли в локте, эти мышцы многие упускают из виду. Итак, вот несколько вариантов для исправления.
Первое – подтягивание. Ну или скорее втягивание лопаток, которые помогают укрепить трапеции. Затем простые и внешние вращательные движения плеча, которые помогут укрепить вашу вращательную манжету. Выполняйте эти движения ежедневно, или по крайней мере несколько раз в неделю. Ну или просто включите их в свою разминку перед основной тренировкой. И третья причина – это делать упражнения через боль. Не игнорируйте дискомфорт и боль в суставах. Дело в том, что когда вы почувствуете боль, сустав уже перегружен и, возможно, даже воспален, а продолжая тренироваться, вы только усугубляете ваше положение и, возможно, рано или поздно приведете себя к травме. Но есть хорошие новости в том, что если боль не сильная, то можно не останавливать тренировки, не прекращать их. Нам просто нужно выбрать менее стрессовые варианты наших движений, чтобы дать сухожилиям и связкам восстановиться. Так что по этой причине гантели станут вашим лучшим другом, поскольку они позволяют вам манипулировать положением рук, как вам удобно. В основном нам нужно вывести наши руки из супинированного или пронированного положения в нейтральное, поскольку данное положение создает наименьшую нагрузку на предплечье, благодаря тому, что устраняет склонность чрезмерно сгибать и разгибать запястья. Потому такие движения, как молот с гантелями, тяга гантелей в наклоне, жим гантелей нейтральным хватом и подобные вариации станут отличным вариантом для ваших локтей. Так что если вы ощущаете боль и дискомфорт, просто пробуйте что-то новое. Уменьшите вес, делайте более высокое число повторений. Существует множество способов, чтобы обойти боль и при этом продолжать стимулировать рост мышц. Итак, подведем итоги видео. Первое. Уделяйте больше времени тренировке предплечий и силе хвата. Второе. Укрепляйте слабые места в области плеч и лопатки. И третье. Подберите упражнения, подходящие именно вам. Не зацикливайтесь на стандартных движениях. Будьте более гибкими. А миофасциальный релиз поможет снять напряжение, которое также может возникать из-за чрезмерных нагрузок и перенапряжения. О нем мы не будем сейчас много говорить, и в интернете есть достаточно материала о нем, поэтому просто вбейте в интернете миофасциальный релиз предплечий и трицепса. А на этом все. Если вам понравился материал и он оказался полезным для вас, поставьте лайк и напишите в комментариях, какую тему еще разобрать для ваших тренировок. Также внизу по ссылке вы можете перейти на наш сайт и найти для себя еще больше материала, а также программы тренировок о коленях и питании.